Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Да, опять старые джинсы. Крупные куски и карманы ушли на другие проекты, и остались совсем маленькие кусочки. Думаете, что уж это-то мы выкинем? Не дождетесь. Ведь это шедевр в разобранном виде. Его надо только правильно собрать. Для работы возьмем кусок плотной ткани и самый обычный клей-карандаш. Все джинсовые кусочки имеют свои оттенки. И еще изнаночная сторона добавляет вариантов цвета. Наша задача закрыть джинсовой мозаикой всю основу. Клей-карандаш водорастворимый. Нам его надо совсем немного. Кусочки ткани укладываем в произвольном порядке, так, как вам захочется. Когда вся основа заполнена, приступаем к стежке. Прошиваем простой лапкой, прямой строчкой. Расстояние между рядами делаем примерно 1 сантиметр. Заготовка у нас небольшая, поэтому мы ее свободно поворачиваем и прошиваем в разных направлениях. Когда прошили все вертикали, продолжаем стежку по горизонталям. Вся поверхность заготовки прошита частой стежкой. Все срезы закреплены строчками, из них ничего не сыпется и нитки не торчат. Такая техника работы называется ленивый Бора, потому что в настоящем Бора все стежки делают вручную. Когда все готово, смотрим на заготовку. Мне хочется добавить еще декоративный элемент – лейбл. Знаю, что очень многие фирмы негативно относятся к тому, что их нашивки пришивают к другим изделиям. Для рукодельниц могу дать совет. На одну вещь нашейте сразу несколько лейблов разных фирм. Тогда всем окружающим сразу станет понятно, что это совсем дикий хендмейд. У меня в запасе оказалась только одна нашивка. Но ничего, еще не вечер. На радость рукодельницам скоро порвутся еще какие-нибудь джинсы. Заготовка у нас получилась плотная, крепкая. Верхний край обошьем бейкой
и к ней пришьем одну сторону молнии, а другую сторону молнии пришьем к сложенной вдвое полоске ткани. В принципе, сейчас остается только сделать обратную сторону косметички органайзера. Это может быть кусок ткани. Но мы пойдем другим путем. Обратную сторону сделаем из плотного прозрачного пластика. У меня это обложка для школьного дневника. Сначала мы его просто пришьем к основе по контуру, а уже затем обработаем края бейкой. Как это сделать, я постоянно рассказываю и показываю в своих видео. Посмотрите, как мы выкладываем угол. Потом пришитую с одной стороны бейку отворачиваем на обратную сторону, дважды подгибаем и пришиваем. И готова у нас прекрасная косметичка-органайзер с прозрачной обратной стороной. Между прочим, очень удобная. Красивая джинсовая сторона скроет ее содержимое от посторонних взглядов, а вы сможете быстро найти в ней нужную вещь. Если сшить ее размером побольше, то школьникам она может пригодиться в качестве папки для тетрадей. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами, ведь это так интересно. Из кучки ненужных обрезков сотворить нужную вещь. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Заходите ко мне на Boosty. Там сейчас собраны самые лучшие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. Жду вас всех и на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!